Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня невероятно красивая работа. Прям мне очень-очень нравится. Узор для шали бактуса. Очень красивый, необычный. Я такого ни разу не вязала. Увидела в интернете иностранную работу. И по движениям рук. Схемы у меня нет, но очень все просто вяжется на самом деле. Предлагаю посмотреть и попробовать. У меня очень красивые слонимские ниточки в 4 сложения. Крючок 2,75. Мы набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо и провязываем 1, 2, 3, 12 столбиков с одним накидом. 12 в первом ряду и 24 в другом. То есть в каждом столбике будем провязывать по 2. А пока 12 считаем. Провязали 12 столбиков. 1, 2, 3 воздушные петли повернули. В это же место вкалываем столбик. И теперь в каждом столбике провязываем по 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Вот такая красота у нас получилась. 6 набрали, 12, 24 провязали. 3 воздушные петли. И разворачиваем вязание. Один столбик пропускаем. 1. Даже не так. 3 воздушные петли подъема. Во второй столбик мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь один пропускаем, следующий столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаем столбик без накида. Вяжем до конца ряда. 1, 2, 3. Вот такие ажурные у нас арочки получается. Их должно быть у нас 10 штук. 10 штук. Одну пропускаем и вяжем в самом начале, в самом конце, во второй столбик нам нужно провязать. Не то, что нужно, а мы всегда будем провязывать 3 столбика с одним накидом. И в первый столбик с одним накидом. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. В самый центральный, вот он у нас, из 3 столбиков вяжем 3 столбика. В самом начале, в самом конце, это надо просто запомнить. Как в любой шали есть боковая группа, она у нас такая. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И опять вяжем ряд воздушных цепочек. 3 воздушные петли, столбик без накида по центру. Второй ряд ажурных арочек связали, 3 воздушные петли. В самом центральном столбике провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Последний столбик провязываем как столбик. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и опять в третий столбик, во второй столбик в центральный. 3 столбика. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. 3 воздушные петли. И теперь смотрите. Вяжем 6 столбиков за арочку с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И мы теперь вяжем узор попкорна. То есть в первый столбик, вкалываем его. Протягиваем ниточку с последнего. Это у нас изнаночная сторона, на лицевой у нас будет узор попкорн. Закрепили. 1, 2, 3 воздушные петли. Следующую арочку. 1, 2, 3. И опять повтор узора попкорн. И у нас должно получиться 5 попкорна. 5 узорчиков, 5.
Провязали 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные петли, арочку, столбик без накида и столбик без накида, тоже столбик без накида. Теперь начинаю вязать очень красивую обвязку, рамочку для попкорна. Делаем 1, 2, 3, 4 накида, узор попкорн, столбик, и под столбиком, вот за вот этот столбик, за где попкорн у нас, набираем и вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Вот такую длинную цепочку провязали. Теперь вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3. Теперь столбик с одним накидом, но более удлиненный. Провязываем 1, 2, 3. Теперь столбик с двумя накидами в самый центр попкорна. И пико. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Пико. Еще один столбик с двумя накидами в центр попкорна. Теперь удлиненный столбик за цепочку. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Такая корона у нас с вами получилась красивая. Столбик без накида, столбик без накида. Вот такая красивая корона должна получиться. Теперь набираем 1, 2 и разворачиваем вязание. Вот наш красивый столбик. Мы один пропускаем столбик во второй. Вяжем столбик с двумя накидами. Вот. Мы провязали вот такую красивую рамочку. Выровняем, да? Такая красивая рамочка. Теперь вяжем точно так же. 4 накида. 1, 2, 3, 4. Под попкорн, вот, за этот столбик провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание, за цепочку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 столбик удлиненный с двумя накидами в центр попкорна и пико, да, не забываем. 1, 2, 3, 4. Еще один двойной. Удлиненный с одним накидом. И 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. То есть все просто, все повторяется. Никаких сложных элементов здесь нет. Столбик без накида, столбик без накида. 1, 2. Пропускаем 1 столбик и вяжем столбик с двумя накидами. Вот что у нас должно получиться. Вот такая красивая обвязка. Попкорн в центре у нас и такая красивая рамочка. Такая красота получается. Но смотрите, есть небольшой нюанс, что вот здесь перемычка была более симпатичная. Столбик без накида, который мы провязываем, мы меняем на соединительный столбик. Вот так. Вот. Чтобы эта петелька не выделялась. И тогда только 1, 2, 3. Вернее, 2 пока. 2 мы довязываем. Наш столбик. И смотрите, столбик мы вяжем удлиненный. То есть первую петельку мы провязываем. И только потом уже
остальные. 1, 2, 3, 4. Последнее наше красивое такое завершение. И тоже удлиненный. Столбик с 4 накидами удлиненный и с 2 накидами удлиненный. Теперь 3 столбика. Тут мы уже все знаем, умеем, помним. 1, 2, 3. 4 удлиненный, помним, да? 1, 2. С 2 накидами в центр попкорна. Пико. 1, 2, 3, 4. Вернее, не удлиненный, а с 2 накидами. Теперь удлиненный. И 3 столбика. 1, 2, 3. Здесь уже можно сделать столбик без накида. Помните, в самом начале, в самом конце там 2 было столбика. 3 воздушные петли. В центральный столбик 3 столбика. 1, 2, 3. И в первый столбик столбик. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Это был самый сложный ряд. Теперь все будет полегче. И в принципе мы узор связали. Теперь будет в основном только повтор. 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 накида. Теперь наш столбик без накида. Вот таким рельефным столбиком за столбик провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные. 1, 2, 3. 1 накид. Ищем наши вот столбики по центру. Вот так вот. 2. И провязываем столбиком с 1 накидом. И еще нам нужно прикрепиться там, где у нас было пико. Присоединяем. 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами мы провязываем там, где у нас такое вот соединение было. 1, 2, 3. То есть наша задача провязать вот такие вот филейные квадратики, я бы так сказала. Центральный сдвоенный столбик провязываем вместе. И еще подхватываем пико наше. 1, 2, 3. Подходим к центральному цветочку, считаем наши, обязательно считаем окошки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделаем 2 воздушные петельки. 3. В центре за пико присоединились. И еще 1, 2, 3. И по центру еще раз делаем рельефный столбик. То есть здесь у нас должно быть вот таких 2 маленьких цепочки. 1, 2, 3. Дальше у нас все идет по плану, все как мы с вами вязали. Небольшое увеличение только в центре. 1, 2. Провязали нашу боковую группу. Окошки такие получили. Вяжем 4 воздушные петли. И в каждое окошечко столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Везде провязываем по 4 воздушные петельки. А в самом центре 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2,
Вот наш центральный цветочек. Здесь провязываем 5. 4, 5. Вот. Везде по 4. Еще один рядок я провязала точно такими же ажурными арочками, 4 воздушные петли. По центру, смотрите, что я сделала. Вот, по центру арочка у меня идет вот так вот. За одно и то же место вкалывания у меня идет. Столбик без накида, 4 воздушные петли и здесь же. Вот, то есть центр мы с вами вот так вот определили, выделили, поставили маркер. Он нам еще пригодится. Теперь вяжем дальше. Очень простой рядок. Начало связали, теперь в каждую арочку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Что еще важно? Обязательно просчитайте, чтобы до центра у вас было 8 арочек вот таких. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А в центре это 9. Это важно для того, чтобы потом все хорошо получилось. Итак, провязываем по 3 столбика с одним накидом в каждую арочку. Доходим до центра. 1, 2, 3. И там немножко меняем вязание. 1, 2, 3. Просто столбики с одним накидом в арочку. Го, просто в видео. 2, 3, 1, 2, 3, 1. GoPro, снимаю видео. Дошли до центра. И перед центром вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В сам центр вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 5 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять же в центральное наше колечко вяжем еще 2 столбика. И в следующие 2 столбика. А потом продолжаем по 3 до конца ряда. В центре вот так, потом по 3. Провязали ряд столбиков с одним накидом, нашу боковую группу. И теперь наша задача провязать рельефными столбиками, лицевыми. То есть мы вяжем за столбик. Столбики, все наши столбики какие есть, ничего не меняем. Воздушных петель никаких не делаем. Просто вяжем все столбики. А в центре, там где у нас 5 воздушных петель, вяжем 5 воздушных петель. И все. И такой вот у нас будет простой рядочек. Провязали рельефные столбики с изнаночной стороны, смотрите. И на лицевой получилась вот такая красивая такая полосочка. Идем дальше. Боковую группу связали. Вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Один столбик у нас пропускаем, второй вяжем. 1, 2, 3, 4. Вяжем вот такими воздушными арочками. Точно так же, как мы в самом начале начинали их вязать. Здесь они у нас тоже присутствуют. 1, 2, 3, 4. Вяжем до серединки, там чуть-чуть меняем. Довязываем до центра. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. И смотрите, у нас вот здесь две дужки такие какие-то не очень симпатичные. Мы их провяжем сейчас вместе. 1, 2, 3, 4. И еще один столбик.
с накидом. Раз, два, три, 4. Продолжаем вязание. Находим наш первый столбик. Вот он у нас. Столбик без накида. Вяжем до конца ряда. Довязываем до конца ряда. Также делаем 4 воздушные петли. И нашу концовочку. В центральный столбик 3 столбика с одним накидом. И в первый столбик с одним накидом. 2, 3. Продолжаем. Вяжем еще один такой рядок наших ажурных петелек. Ряд и 2. Потом вяжем узор попкорн. То есть мы делаем повтор нашего узора. Узор попкорн нам нужно вязать всегда на изнаночной стороне, чтобы получилось то, что нам нужно, чтобы получилось. Вот, поэтому мы с вами также вяжем ажурные все эти воздушные петельки туда и обратно. Мы с вами связали основу. Теперь делаем только повтор. Наши красивые лепестки. Все точно так же. Провязали лепестки. Потом 2 рядочка по 4 столбика. Столбики красивые, рельефные столбики. И опять воздушные петли. Вот, в общем-то, и весь узор сложился. Все абсолютно точно так же. Мы все повторяем. Никаких больше новых движений не будет. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. И с изнаночной стороны вяжем узор попкорн. То есть все повторяем на изнаночной стороне. Это основное. И повтор. Я думаю, что вязание совсем не сложно, если вы смотрели с самого начала, не перематывая. Лепесточки должны быть, они есть очень красивые. И по центру, смотрите, самое главное, вот наша центральная цепочка, она должна быть именно одна, не вот 2, а одна, чтобы в ней был лепесток. Вот через раз у нас будут лепесточки. Все остальные ряды делают увеличение нашей шали. И в самом последнем ряду мы тоже будем вязать лепесточки. Это как завершающий ряд, он очень красивый. Именно ими красиво завершить вязание. Вот такая красота получается. Согласитесь, необыкновенная красота. Всего-то навсего. Смотрите, первый раппорт у меня было 5 цветочков, лепесточков. Потом мы связали красивую кайму. И после того, как я провязала 3 рядочка ажурных воздушных петель, 3 рядочка, получилось вот такое количество красивых лепесточков. Вот. Раппорт узора мы с вами уже рассматривали. Все очень просто, все повторяется, запомнится, все запоминается легко. После лепестков 2 ряда воздушных арочек, столбики с накидом, рельефный столбик и опять воздушные арочки. Еще 3-й ряд провязать арочек и начинать вязание вот таких цветочков. Мне очень идея понравилась, и я решила обязательно ее вам показать. Мне кажется, шаль прям замечательная, красивая, необычная. Получится у каждого. Огромное спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Я надеюсь, вы досмотрели ролик до конца. Пишите комментарии, попробуйте обязательно связать. И напишите, понравилась вам идея шали бактус, шейного платка или нет. Мне очень понравилось. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Смотрим видео мастер-классы. На следующий раз я хочу связать этот узор в прямом вязании. Не в шале, а прямое вязание. Может быть, для жилета, для кофточки кому-нибудь пригодится. До новых встреч!